Итак, я всех приветствую, друзья, на своем канале, и в этом видео мы посмотрим на очень странный китайский компьютер за 47 тысяч рублей на железе, внимание, от PlayStation 5. И в конце видео мы по традиции запустим очередной конкурс. Я подарю своим подписчикам, то есть зрителям, этого монстра. Все условия я расскажу в конце этого видео, там не сложно, то есть лайк, подписка и коммент под видео. А сейчас давайте посмотрим, что же это за компьютер мне прислали китайцы. Точнее, прислали его Store Молния из Китая, собирает его странная компания MyBenben, кстати, весьма известная у себя в Китае, и на распродаже за 47 тысяч сюда поставили несуществующий процессор AMD 4700S на 8 ядер 16 потоков. Далее внутри у нас идет материнская плата, на ней распаяли непонятную и очень быструю, внимание, память стандарта GDDR6, то есть это память та, что стоит в видеокартах RTX 3060 и так далее. И третье, что вообще очень странно, именно такое железо является точнейшей копией начинки PlayStation 5 и также Xbox серии X. Плюс к этому внутри еще зачем-то поставили отдельную видеокарту, затычку Radeon RX 550 от все той же компании AMD. И все это существо находится в цельнометрическом корпусе в мини-формате. Короче, это очень странный компьютер, я даже не знаю, с чего начать, если честно. В общем, друзья, я посмотрел различные видео с иностранных сайтов, почитал информацию, и насколько стало мне известно, в этом компьютере действительно стоит начинка от консоли PlayStation 5 или там Xbox, и все это отбракованные процессоры от компании AMD с отключенным, внимание, видеочипом внутри. И чтобы не выбрасывать все это добро на мусорник, китайцы просто взяли, решили собирать из них компьютеры. И что самое странное, компания AMD вообще-то не против таких компьютеров, и на их официальном сайте даже есть отдельная страничка с полным описанием, и тоже можно там скачать драйвера или вообще, скажем, прошить BIOS. То есть выходит, что AMD по сути признает, что не собирая свои новые консоли новых поколений, у них довольно высокий процент брака, и чтобы не терять денежку, они сливают китайцам эти отбраковку, то есть, и собирают на них уже свои компьютеры. Это просто замечательно. Что насчет процессора, то, как я уже сказал выше, внутри у нас стоит 8-ядерный 16-поточный Ryzen 4700S на 7 нанометров Zen 2 с максимальным бустом до 4000, хотя я бы не сказал, что это прям именно Ryzen, тут вообще не указано, что это за процессор, ну то есть это AMD-шный, но по мощности почему-то его сравнивают именно с Ryzen 7 4750G, который стоит, внимание, почти 30 тысяч в рознице, и с учетом таких цен, то есть сегодняшних, такой компьютер за 47 тысяч уже неплохо так смотрится. Ну и далее, что насчет оперативной памяти, она тут распаяна на самой плате, ее 16, она в двухканале, это не DDR4 и даже не самая новая DDR5, а это видеопамять стандарта GDDR6. И если бы в этом компьютере, представим, чисто ради прикола, китайские мудрецы разблокировали бы, скажем, отбракованный видеочип, то с такой ультрабыстрой памятью GDDR6 мы получили бы просто пушечную встройку на уровне, скажем, там RX 5500, но тут залочен, напомню, видеочип. Я очень надеюсь, найдутся профи, кто вскроет этот ящик Пандоры. Ну а так, в принципе, недостаток видеочипа AMD решили заменить вонючий RX 550, причем сюда поставили даже свою референсную затычку от самой же AMD. Я впервые, если честно, вижу такую заводскую видяху от самой же великой AMD компании. Понятное дело, что мы проверим ее в работе, потом уже я даже заменю ее на более мощную и, скажем, там народную видяху 1050 Ti. Это любимая видеокарта консультантов DNS, но сперва хотелось бы чутка сказать о начинке и о том, что еще интересного находится внутри этого китайского компьютера. В общем, из интересного я бы, наверное, еще отметил какой-то китайский неплохой, кстати, блок питания на 200 Вт по линии 12 вольт. Это не стандартный питальник, а в формате SFX. Тут более чем хватит 200 Вт на это железо внутри, но если скажем, подключать более мощную видеокарту, то тут я столкнулся с первой небольшой проблемой. Во-первых, на этом питальнике нет коннектора даже под 8 пин или 6 пин, и значит придется или покупать специальный переходничок под Molex на 8 пин, или сменить блок питания, или вообще поставить видеокарту без внешнего питания, ну типа 1050 Ti и так далее. Так что прокачка по видеокарте тут непростая. Друзья, у меня нет, к сожалению, дома такого переходничка, они продаются в инете за копейки, и также нет блока питания лишнего SFX, поэтому под замену RX 550, то есть RX 550, я поставлю
ставлю мощнейшую, то есть мощнейшую 1050 Ti. Ну окей, ладно, по накопителям у нас тут также идет в комплекте обычная SSD 500. Добавить в эту сборку можно еще один сатовский SSD или обычный винт и так прочее. Тут нет на материнке M2 слот, это понятное дело, и так в целом вроде бы, ну это все. Кстати, сам корпус, он полностью из алюминия, то есть металлический. Укладка кабелей внутри тут, ну, не самая аккуратная, и для пущей красоты я малость причесал проводочки, и сюда также вот теперь уже влезет как бы, ну, большая видеокарта до 25 сантиметров. В целом больше внутри ничего интересного. И теперь давайте же протестируем железо, чутка прокачаем, и первое, что я проверил, это скорость оперативной памяти GDDR6, и судя по данным VAIDA 64, она действительно очень быстрая, вплоть до 90 метров в секунду. Она, кстати, здесь двухканальная, это Hynix на маркировке здесь написано, но у нее высокая задержка, и это все, что мне удалось узнать об этой памяти. Больше данных у меня, к сожалению, нет, в инете тоже мало чего известно, и BIOS тут, понятное дело, не позволяет выставлять тайминги вручную и так далее. Короче, имеем, что имеем, и теперь запускаем сперва Counter-Strike на средних Full HD. Все же RX 550 имеет, внимание, очень мало видеопамяти, всего 2 VRAM и даже не 4, и тут как бы только средние настройки без варианта. В общем-то, видим с вами, друзья, в среднем от 60-80 FPS, то есть в первом тесте я решил вот снимать видео прямиком на видеокамеру без захвата с экрана, ибо с такой видеокартой там сразу мы теряем 40 кадров, и видим, что в целом, ну да, 8 ядер 16 потоков на частоте 3200, и это не 4000 заявленные, но на рабочем столе я видел, действительно видел по некоторым ядрам буст до 3.9. Не знаю, почему именно при запуске игры 3200, но самое интересное, мы не видим температуру этого процессора. Я запускал и проверял автобунер, запускал FPS монитор, и температуру ядер так и не увидел. Зато, друзья, в приложении HV Info 64 я сворачивал различные игры, и видим с вами, что минимальная температура 73, а максимальная 81, а в среднем 78. То есть это, ну, жарковато, скажем так, внутри корпуса. Да, это все еще не критичная температура, но все равно хотелось бы, конечно, поменьше. И что самое интересное, радиатор то уже здесь как бы не поменять на этом процессоре. Там открытый кристалл под этим, то есть радиатором, и подойдет для него только специальный кусок железки, чтобы он имел при этом прямой контакт с этим кристаллом. Короче, заменить вертушку на процессоре фактически невозможно, но все работает, как бы температура хоть и повышенная, но все равно рабочая, и PlayStation 5, и на Xbox там тоже поднимается до 80, а память даже до 95. Так что, друзья, как бы едем далее, и теперь я закинул Rainbow 6 на средних Full HD, и уже здесь все, явно уже вот и не хватает RX 550 с ее 2 VRAM видеопамяти, поэтому видим с вами на средних с масштабированием 50%, не больше 30, а возможно даже и 40 FPS. Это явно не совсем комфортные цифры, тут надо вот понижать до 720p или самые низкие настройки выставлять, что прям вот максимально уродливо для восприятия, поэтому результат как бы здесь печальный. То же самое и насчет Project Cars второй части, тут тоже я выставил средний Full HD, и перед нами, ну, такая себе вяленькая 30-ка, хотя линия фреймтайма все еще нормальная, она не слишком прям кривая, все-таки, думаю, вот оператива GDDR6, ее высокая пропускная способность не дает картинке иметь слишком вот ломаную эту самую кривую, но все равно RX 550 не вытаскивает, и чтобы сделать в конце просто фаталити этой видеокарточки, я выставил, то есть запустил Cyberpunk на низких Full HD с включенным Fidelity FX на 60%. Я думаю, друзья, тут нечего комментировать, тут просто можно с ума сойти от такой картинки. Стабильнейшие 6 или даже 8 кадров в минуту, это вот как бы, ну, знаете, очень даже успешно. И в этой ситуации, значит, что? Правильно, пришло время купить за 30 тысяч народную 1050 Ti в DNS и раскрыть весь потенциал процессора, скажем так. В общем, я вытащил RX 550, или что там AMD называют видеокартой, и вместо нее вставил 1050 Ti из 2017. И, о чудо, не поверите, но перед нами теперь абсолютно иной компьютер. И даже делая захват с экрана через GeForce Experience, у меня получается от 120 до 200 кадров в секунду на средних Full HD в Counter-Strike. Да, есть, конечно, еще небольшие статоры, наверное, по причине самой же контры, но видяха все время почти по завязочку трудится на 95%, и все, что нужно было этому компьютеру, это просто заменить видеокарту. То есть, покупая такой компьютер, сразу нужно, знаете ли, вот вытаскивать RX 550 нафиг и сливать ее на Авито хотя бы за 5-6 тысяч, ибо это вообще не вариант. Да, чисто чтобы временно посидеть там вот в доте или в танках можно, и это сделать и на 550, но для высоких-средних настроек
настроек, лучше все же взять что-то более мощное. В общем-то, далее я запустил по накатанной схеме Rainbow 6 и автосимулятор. Все это у меня запускалось, внимание, на средне-высоких Full HD, и это уже выше по качеству, то есть к требованию, чем было в прошлый раз. И везде у нас мы видим 90, 100, 120 кадров без проблем. С очень, внимание, с очень приятной кривой фреймтайма. В этом плане вообще нет у меня претензий, но это, еще раз напомню, 1050 Ti, она стоит почти 30 тысяч. Это значит, что к этой стоимости ПК за 47 прибавляем еще 30 тысяч за видеокарту, и даже если продать ту печальную RX 500, ну короче ту 550 хотя бы за 5000, то все равно за 70 тысяч можно собрать сегодня плюс-минус примерно такую же машину с 1050 Ti или даже 1650. Да, там не будет скорее всего 8-ядерного 16, то есть 8-ядерного 16-поточного Ryzen, будет там какой-нибудь, не знаю, i3, в лучшем случае возможно там i5 какой-нибудь прошлого поколения, но там будет 16 оперативы и нормальная видеокарта. Иное дело, это будет, ну, такая, знаете, большая черная уродливая грабина у вас под столом стоять, а это все-таки маленький стильный металлический корпус, вот такой вот небольших размеров, так что здесь уже вам решать, что лучше. Жаль, конечно, что в Киберпанке 1050 Ti обосралась очень-очень даже заметно, тут не больше, чем 15 кадров. Мне кажется, в Киберпанке может обосраться, в принципе, любая видеокарта, что стоит сегодня меньше 50 тысяч. Конечно, хотелось бы мне протестировать еще в этом компьютере, ну хотя бы там RTX 2060 или там 3060, но блок питания здесь стоит внутри, у него то есть нету коннектора питания под видеокарту, и нужно здесь, конечно же, выкупать специальный переходничок, не знаю, там на AliExpress и так далее. Я видел вот, кстати, на зарубежные, то есть зарубежные блогеры тестировали этот компьютер даже с RTX 2060, там, конечно, Киберпанк работает нормально, но в целом, если судить вообще об этом компьютере от MyBenben на отбракованных видеочипах AMD для консоли, то это может быть, ну, такой себе, знаете, очень интересный продукт, но с одним очень большим но. Если он будет стоить на старте хотя бы 35-40 тысяч, но даже за 47 на распродаже с этой RX 550 это, ну, такое себе, если честно, решение. Единственное, если у вас есть дома уже видеокарта какая-нибудь, не знаю, там, то можно взять такой ПК чисто под эту видеокарту, если нужно вам, скажем, мини-сборочка какая-нибудь там аккуратненькая. Но если, еще раз повторюсь, если бы цена на этот ПК стоила бы, ну, хотя бы 40 тысяч, он бы просто стал, я не знаю, пушкой. Там бы, наверное, его уже со временем и подшаманили, но за 48 тысяч на распродаже это, ну, как бы не лучшая цена. И, о боже, упаси, кстати, у него есть полная цена 67 тысяч после распродажи, и это уже чисто для прикола можно купить. Но можно, кстати, и не купить, а получить его абсолютно бесплатно, приняв участие в конкурсе на моем канале. Все у меня честно в данное время проходит. Еще 2 конкурса на наушники Razer и ноутбук за 75 тысяч. Так что, друзья, мы запускаем еще один конкурс на этот компьютер, и для этого просто нужно обязательно быть подписчиком на моем канале. Прямо железно. Если вы еще не подписаны, то, наверное, самое время об этом задуматься и подписаться на мой канал. Далее нужно вам, чтобы принять участие, поставить под этим видео ваш лайк и также написать один любой комментарий, а именно вот, то есть комментарий под этим видео. Именно по этим комментариям мы и будем выбирать победителя. Все очень просто. Никаких там летишопсов, никаких вам там аккаунтов создавать не нужно. Лайк, подписка и коммент под этим видео. Все, я уже раздал людям RTX 3070 Ti, если помните, там был Xbox SS и монитор Xiaomi, и вот теперь еще и появляется компьютер. В общем, участвуйте, друзья, и 28 декабря на втором канале выберем победителей на стриме. Хоть и странный у нас получился довольно компьютер, но это все-таки компьютер. Так что удачи я вам желаю. Все ссылочки смотрите в описании под этим видео. Увидимся с вами уже очень скоро. До новых встреч на канале. Пока-пока.